дальше. Напомним, Сергей Богдан – главный летчик-испытатель компании «Сухой», герой России, который поднял в небо первый Т-50. В предыдущей серии он летал в паре с еще одним великим летчиком, тоже героем России, по сути, с главным военным летчиком-испытателем страны, генерал-майором Радиком Бариевым. И вот сегодня наши два героя продолжат демонстрировать вам возможности Су-57. Ну а мы на этом фоне начинаем вторую часть сериала, который вместе с создателями самолета снимали целых 2 года. Мы побываем в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ахтубинске, в Комсомольске-на-Амуре, в Рязани. Словом, этот фильм станет продолжением нашей телевизионной энциклопедии, рассказывающей о том, как рождался Т-50 и как он превратился в Су-57. То, что вы увидите сейчас, это тоже телевизионная премьера. Еще никогда для широкой публики Т-50 не показывал вот этот трюк. Взлет! В режиме форсаж с предельно короткой дистанции. Мы не можем называть цифру расстояния по понятным причинам, но полоса разбега в этой ситуации измеряется сотнями метров. Чтобы понять, насколько коротка эта дистанция, конечно, лучше посмотреть на нее с высоты полета коптера, но и эти кадры станут раскрытием гостайны. Так что просто полюбуемся красотой взлета. Итак, Су-57 поднимается в небо, за ним с разницей в пару минут стартует второй истребитель 5-го поколения. Ну а наша съемочная группа вновь отправляется на борт самолета Ан-12, чтобы увидеть полет полтинника, как его неофициально называют конструкторы, в непосредственной близости. Напомню, место действия Ахтубинск, полигон Государственного летного испытательного центра имени Чкалова. Под нами река Волга, а за нами наш главный герой. Вот он, штопор в исполнении Т-50. Обратите внимание, в этот момент с крыльями самолета почти ничего не происходит. Полет управляется в первую очередь за счет двигателя. Первая фигура высшего пилотажа – знаменитая «Кобра». Сначала истребитель поднимается вертикально, будто змея, которая вытягивает голову вверх, ну а потом переходит в горизонтальный полет, где выполняет форсированный разворот. Этот маневр вполне можно сравнить с полицейским разворотом, только не на дороге, а в воздухе. Получается настоящая шапка-невидимка, ведь за этими слоями радары летчика под фонарем не видят, а он видит все. Впрочем, это надо еще проверить. На этом этапе мы должны вам представить уникальную безэховую камеру. Говорят, она самая большая в стране, и уж точно она самая точная. Именно здесь проверяются все будущие... Специальные характеристики, в данном случае радиолокационная заметность или эффективная поверхность рассеяния элементов Т-50. И вот сейчас это головная часть, передняя часть, вместе с фонарем кабины пилота, ну, в общем, передняя часть. Самолеты предыдущего поколения у нас не окрашивают вот таким необычным способом. Ну, дело в том, что предыдущий самолет, если посмотреть на самолет Су-35, то определенные элементы этого уже просматриваются в виде определенных ломаных линий. Михаил Стрелец, главный конструктор Су-57. Он объясняет, задачу незаметности на Т-50 решают формы планера – это раз,
спецпокрытие на фонаре 2, спецпокрытие на определенных элементах 3, окраска 4. И двигатель закрепляют на стенде, сопло направляют в трубу, куда спустя несколько секунд начинает бить пламя. Через мгновение сопло опускается, затем поднимается, и так происходит по нескольку раз. В очередной раз заметим, что снимать испытания двигателя 5-го поколения пока запрещено. Перед нами двигатель от Су-35. Впрочем, от этого суть не меняется. Интересно, что когда на аэродроме следишь за взлетом Су-57, обращаешь внимание не на камни, валяющиеся на полосе, а на то, как легко и непринужденно наш герой отрывается от земли. Даже с топливом и вооружением на борту он с легкостью уходит в небо. Вроде бы даже разгоняться не начал, а уже задирает свой нос и взлетает почти вертикально. Словно ракета уходит в небо и по пути делает пару сложных фигур. Взлет, уход на вертикаль, переворот на горке, затем бочка. И только специалисты знают, что и этот короткий взлет, и пилотажные фигуры выполняет планер, в котором стоит двигатель 1-го этапа. Представьте, на что будет способен истребитель, когда сюда поставят двигатель с большей тягой. Тот самый двигатель 2-го этапа. Сделанный, между прочим, у нас, в России. Вот они, эти двигатели, выпущенные конструкторским бюро имени Люльки. Сейчас за обшивкой мы их уже не увидим, ну, разве что сопла. Зато сегодня здесь, в Жуковском, у нас есть уникальная возможность рассмотреть самолет. Этот самолет летающей лаборатории, куда встанет уже знакомый нам двигатель, новый двигатель 2-го этапа. Закрепит его сюда, вот на эти шпангоуты. И вот тут надо понимать, что здесь, на этом месте, окажется новый испытываемый двигатель, а там останется уже проверенный тот старый знакомый двигатель 1-го этапа. Так, меняя двигатели, почти как перчатки, эта лаборатория будет летать до тех пор, пока конструкторы не проведут все необходимые исследования. Этот самолет создавался именно под двигатель. Нет, этот самолет у нас является участником программы Т-50. Основное назначение было подтверждение аэродинамических прочностных характеристик. Выполнив свой объем задач, было принято решение переделать его под установку двигателя 2-го этапа. То есть сначала на этой машине отработали планер. Как мы знаем, разработали его в ОКБ Сухого, но испытания шли с участием ЦАГИ, Центрального аэрогидродинамического института. Итак, подведем к